Переговоры между США и Ираном могут состояться в понедельник, а могут и не состояться. Представители Тегерана уже прилетели в Пакистан, а вот самолет из Штатов все ждут. Что происходит в Исламабаде? Аналитики опасаются. Даже если переговоры состоятся, то стороны могут не договориться. Слишком разные позиции. Блокада, захват судов и военные корабли. Что происходит в Ормузском проливе? Макрон на борту военного корабля заявляет об увеличении мощи Европы в обороне. Премьер Польши радуется, что саммиты Евросоюза наконец проходят без русских. Зеленский предложил россиянам провести переговоры в Азербайджане. Аргентина снова выражает претензию на Фолклендские острова. В секторе Газа прошли первые за 20 лет выборы. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Глава МИД Ирана. Аббас Аракчи прибыл в Пакистан и провел переговоры с местными властями. Однако Тегеран подтверждает, прямых контактов с США не будет. В аэропорту Аракчи встретил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. На опубликованных фотографиях также присутствует командующий армией Пакистана Асим Мунир. Позже стороны провели встречу в закрытом формате в Исламабаде. По данным источников, отдельные переговоры прошли и в отеле «Сирена». Там ранее состоялся первый раунд контактов между Ираном и США. Визит проходит на фоне попыток возобновить переговоры о прекращении войны, которая продолжается уже несколько недель и серьезно влияет на мировые рынки. При этом Тегеран подчеркивает, во время этого визита встречи с американской делегацией не запланированы. Об этом сообщают иранские СМИ, однако сам Пакистан выступит мостом коммуникации и передаст позицию Ирана. Несмотря на дипломатическую активность, прямой диалог между США и Ираном пока остается под вопросом. Перемирие было достигнуто 8 апреля после 40 дней боевых действий, но переговорный процесс остается нестабильным. Дональд Трамп отправил Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Пакистан на переговоры с Ираном. Встреча может пройти 27 апреля. Об этом пишут мировые СМИ, в частности издание Axios. Их журналист Барак Равид, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что встреча переговорщиков США и Ирана может пройти после того, как они по отдельности пообщаются с пакистанскими посредниками. Источники Axios заявили, что трехсторонняя встреча с участием США, Ирана и Пакистана может пройти уже в понедельник. Министр иностранных дел Ирана уже прибыл в Пакистан. Источники сообщили, что Аракчи не собирается встречаться с переговорщиками США, а его визит будет кратким. Он собирается представить пакистанскому посреднику свои предложения, которые необходимо передать США. Столица Пакистана резко усиливает безопасность на фоне возможных переговоров между США и Ираном. В Исламабаде вводят дополнительные меры. Блокпосты, вооруженные патрули, контроль на въездах в правительственную красную зону. Под усиленной охраной ключевые здания и отели. Причина – визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Он прибыл в страну и уже провел ряд встреч. Теперь ждут и представителей Соединенных Штатов. Здесь ранее проходил один из раундов переговоров с участием США. Теперь ждут новый этап. Рассматривается и более высокий уровень. В случае прогресса в переговорах в страну может приехать вице-президент США Джей Ди Венс. Сейчас Пакистан фактически становится площадкой для новой попытки диалога. Поэтому и меры соответствующие. Город под контролем. Переговоры под вопросом. Переговоры США и Ирана снова на грани срыва. И главная проблема не только в Ормузском проливе, а в том, что обе стороны уверены. Именно они побеждают. Об этом в большом материале пишет CNN. Президент США Дональд Трамп сначала заявил, что Иран согласился на все, рынки отреагировали ростом. Но уже через 2 дня риторика резко изменилась. Угрозы ударов по инфраструктуре, новый виток напряжения и фактическое закрытие Ормуза. США считают, что давление работает. В администрации уверены, Иран ослаблен ударами, изолирован и рано или поздно пойдет на уступки. Представители Белого дома говорят о максимальном давлении от военной силы до экономической блокады. Американская логика проста. Усилить давление до предела, чтобы вынудить Тегеран отказаться от ядерной программы и регионального влияния. Но в Тегеране другая картина. Иран не признает поражения и прямо отвергает ключевые требования США. Спикер парламента Мохаммад Галибаф заявил, никакой передачи обогащенного урана не будет. По его словам, прогресс есть, но разногласия остаются фундаментальными, особенно по Ормузу и ядерной программе. Для Ирана сама выживаемость режима уже считается победой. Несмотря на удары, власть удержалась, протестов нет, а контроль над Ормузом дает стратегический рычаг давления на глобальную экономику. Это позволяет Тегерану вести переговоры с позиции силы, а не уступок. В итоге 2 полностью несовместимые реальности. США говорят, Иран не имеет карт и скоро сдастся. Иран отвечает, уступок не будет, и именно он диктует условия в регионе. На этом фоне переговоры в Пакистане выглядят скорее попыткой выиграть время, чем реальным прорывом.
У Вашингтона ставка запугивания и давления. У Тегерана выжидание и демонстрация устойчивости. И пока ни одна из сторон не готова признать слабость, дипломатия остается заложником этой игры. Главный вопрос ближайших дней – сработает ли стратегия давления или приведет к новому витку войны. Центральное командование США опубликовало фотографию, на которой, как утверждается, запечатлен эсминец Рафаэл Пералта, участвующий в блокаде иранских портов. По данным командования, американский корабль обеспечивает соблюдение морской блокады, а рядом находится более крупное грузовое судно. Военные заявляют, что это судно пыталось направиться в иранский порт, но было заблокировано. В целом ситуация в проливе остается напряженной. Иран пригрозил ответить на действия США. В заявлении, распространенном государственными СМИ, иранские военные предупредили: если американская блокада продолжится, Тегеран нанесет ответный удар. Поводом стало решение президента США Дональд Трамп ввести морскую блокаду иранских портов после того, как Иран фактически ограничил проход через Ормузский пролив. Министр обороны США Пит Хексет заявил: блокада будет продолжаться столько, сколько потребуется. Но на практике ситуация выглядит как тупик. Сам пролив фактически превращается в зону серой войны. США утверждают, что контролируют движение. По их данным, уже перехвачены и развернуты 34 судна. Один из танкеров, Тауска под иранским флагом, был остановлен огнем и взят под контроль. В Тегеране это назвали пиратством. Иран, в свою очередь, заявляет о собственном контроле. Проход разрешен только судам с одобрения Корпуса стражей Исламской революции. Также сообщается о захвате 2 грузовых судов и минировании ключевых каналов. В результате почти полный паралич. Большинство судоходных компаний не рискуют выходить в море. Страх перед минами, атаками дронов и быстрых катеров фактически остановил трафик. До войны через Ормуз ежедневно проходили сотни судов. Сейчас единицы. По данным аналитиков, за последние сутки пролив пересекли всего 17 судов. С начала перемирия около 150, что значительно ниже нормы. Часть судов пытается обходить ограничения. Идут ближе к иранскому берегу, маскируют маршруты или отключают транспондеры. Формально перемирие действует. Фактически ни одна из сторон не контролирует пролив полностью. И именно это делает Ормуз сегодня одной из самых опасных точек на карте мира. Франция и Греция усиливают военный союз на фоне напряжения вокруг Ирана и рисков для морских маршрутов. В Афинах президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Греции Кириакос Мицотакис поднялись на борт новейшего греческого фрегата «Кимон». Это не просто визит. Фрегат «Кимон» — часть масштабной программы перевооружения Греции. Корабль построен при участии Франции и символизирует сближение двух стран в оборонной сфере. Париж и Афины уже подписывали соглашение о взаимной военной поддержке. Теперь его планируют обновить, с акцентом на совместные операции и безопасность в регионе. Контекст жесткий. Эскалация вокруг Ирана, риски для судоходства в Ормузском проливе, давление на энергопоставки. Средиземное море снова становится зоной повышенного внимания. На этом фоне Европа пытается усиливать собственную оборону, без полной зависимости от НАТО. Визит на военный корабль – сигнал. Сотрудничество переходит из политики в практику. Что касается статьи 42, пункта 7, о которой мы только что говорили, я считаю, что для нас все ясно и что здесь нет места для интерпретации или двусмысленности, если позволите так сказать. Теперь, как только она будет готова к применению, мы должны ее реализовать на практике, что мы уже недавно сделали и что будем делать для всех, кто может обратиться с таким запросом. В этом также сила нашего Европейского Союза. НАТО приносит определенные преимущества, и мы никогда не рассматривали наши союзы, партнерство или Европейский Союз как альтернативу НАТО или как нечто, что должно его заменить. НАТО — это более широкий альянс, который обеспечивает совместимость и, конечно, включает нашего американского союзника. Поэтому наша ответственность — никогда не делать ничего, что ослабило бы НАТО. И я считаю, что могу сказать, методично мы именно это и делаем. Но также речь идет о том, чтобы ясно видеть, что американцы иногда вежливо, иногда менее вежливо просят от европейцев, по сути, что? Заботиться о собственной безопасности. Именно этот сигнал они посылают. Европейские лидеры продолжают обговаривать минувший саммит стран на Кипре и раздавать по этому поводу интервью. Польский премьер Дональд Туск, среди прочего, с радостью отметил, что работалось в этот раз намного легче, и назвал причину. Я действительно рад. Вчера можно было почувствовать огромное облегчение среди лидеров, потому что это был первый раз за годы, когда в комнате не было русских, если вы понимаете, о чем я говорю. Но если шутки в сторону, я действительно рад, потому что настроение полностью другое. Это не только из-за Украины и России, я имею в виду последствия венгерских выборов. Это также очень четкий сигнал, что демократы не проигравшие. Победа Петра Мадьяра и венгров — это что-то действительно важное. Это показало, что есть будущее у Европы, у демократии, у верховенства права, и что вы неуязвимы, если хотите бороться с коррупцией и с такими сильными фигурами, как Виктор Орбан.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США не планируют снова продлевать разрешение на покупку российской нефти, загруженной на суда и находящейся в море. По словам главы Минфина, продление аналогичного разрешения полностью исключено и для иранской нефти. Бессент пояснил, что на прошлой неделе во время встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда к нему обратились представители более 10 самых уязвимых и бедных стран с вопросом, могут ли США помочь. После начала войны на Ближнем Востоке и перекрытия Ираном Ормузского пролива, одного из главных маршрутов экспорта нефти морем, цены на рынках резко взлетели, и в середине марта США ослабили санкции, разрешив в течение 30 дней закупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 12 марта и находящуюся в море. Таким же образом, санкции были временно сняты с иранской нефти. В конце марта Бессент заверял, что Москва получит не более $2 миллиардов дополнительного дохода от ослабления санкций. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести новые переговоры с Россией, на этот раз в Азербайджане. Заявление прозвучало после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В Баку стороны также подписали ряд соглашений. Мы сообщили президенту Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам. Мы проводили такие переговоры в Турции. Мы проводили такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Мы готовы к следующим переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии. Сегодня мы подписали 6 документов. Наши команды позже поделятся деталями. Они охватывают различные направления. Сегодня приоритет номер 1 – это безопасность, а именно оборонно-промышленный комплекс. Украина продемонстрировала устойчивость в этой войне против агрессора, и сегодня мы поделились нашим опытом. Россия нанесла очередной массированный ночной удар по Украине. Погибли как минимум 4 человека, более 30 ранены. Серии атак пришлись по Харькову, Днепру, Сумской, Киевской и Запорожской области, Одессе и Николаеву. Основной удар нанесли по Днепру, но атаки зафиксированы и в других регионах. По данным украинских властей, Москва выпустила сотни дронов и ракет. Удары пришлись по городской инфраструктуре. Обстрел продолжался всю ночь. Отдельные удары зафиксированы и на севере страны. В Черниговской области погибли еще 2, 7 ранены. В Днепре в результате российского удара погибли 4 человека, еще 27 получили ранения. Под удар попали жилые дома, спасатели до сих пор разбирают завалы. Россия, не знаю, как их назвать. Дай бог, чтобы никому такое не случилось, как у нас, чтобы ни с кем такое не случилось. Чтобы детки спали в своих теплых постелях в России. Все было у них хорошо. Пусть смотрят, как русский мир помогает нам освобождаться от наших квартир и домов. Представляете, сила взрыва, вот, какое тут гучно. Я же говорю, лежал, вот, когда первый вот там взрыв вот, был. Раз посыпались на меня, он балкон все повыносил. Я думаю, второй это. То массерету схватил, только в туалет зашел это. И последний как рвануло у меня, посыпалось все. Если бы она меня, может, то не поднялся, не в туалет, то уже, может, не знаю, в живых бы был. Во время ночной атаки по Украине обломки российских беспилотников упали на территории Румынии, страны НАТО. Фрагменты беспилотника обнаружили в нескольких местах. Повреждены электролиния и постройка рядом с жилым домом. Остатки дрона ликвидировали взрывом. Румынские власти назвали произошедшее угрозой безопасности НАТО и осудили действия России. Спор, которому почти 2 века, снова обостряется. Аргентина заявила о готовности вернуться к переговорам с Великобританией по Фолклендским островам. Это территории под контролем Лондона, но с давними претензиями Аргентины. Буэнос-Айрес называет ситуацию колониальной и ссылается на 1833 год. Тогда Британия установила контроль над островами. Этот спор уже приводил к войне. В 1982 году Аргентина попыталась вернуть острова силой. Конфликт длился несколько недель и закончился победой Великобритании. С тех пор политическое противостояние. Лондон опирается на позицию жителей островов, которые считают себя британцами. Аргентина на исторические претензии. В МИД Аргентины настаивают на переговорах. Но за заявлениями тот же вопрос, на который стороны не отвечают десятилетиями, чьи это острова. Аргентинская республика вновь выражает готовность возобновить двусторонние переговоры с Соединенным Королевством, которые позволят найти мирное и окончательное решение спора о суверенитете и положить конец особой колониальной ситуации, в которой они находятся. В секторе Газа впервые за 2 десятилетия проходят местные выборы. Палестинская администрация, базирующаяся на западном берегу, надеется, что это станет шагом к возвращению контроля над сектором Газа, откуда ее вытеснила группировка Хамас в 2007 году. В перспективе голосование может открыть путь к первым общенациональным выборам почти за 20 лет. Значительная часть Газа разрушена, поэтому провести выборы по всей территории невозможно. Хамас формально не выдвигал кандидатов и частично бойкотировал процесс.
Голосование проходит на фоне продолжающейся войны между Израилем и Хамас и отсутствия прогресса в переговорах о будущем региона. Часть участков разместили прямо в палатках, а сам процесс голосования сократили из-за перебоев с электричеством. Несмотря на сложные условия, люди активно приходили голосовать. Честно говоря, для меня это доказательство того, что палестинский народ всегда демонстрирует прогрессивные инициативы в регионе. Несмотря на блокаду и политику оккупации, и несмотря на все препятствия, народ решил провести этот демократический праздник, чтобы избрать свои муниципальные советы на Западном берегу. И это доказательство того, что палестинский народ стремится к демократии и его стремление к самоопределению и созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Мы надеемся, что эта процедура, проведенная сегодня, завершится проведением законодательных и президентских выборов на всех палестинских территориях, оккупированных в 1967 году, чтобы обновить руководство и политику в Палестине. Надеемся. Система высшей меры наказания в США может измениться. Министерство юстиции объявило о расширении способов исполнения приговоров на федеральном уровне. Помимо инъекционного метода рассматриваются и другие варианты. Решение стало частью новой политики администрации Дональд Трамп, направленной на усиление применения высшей меры наказания. В Минюсте заявляют, приоритет – быстрее доводить дела до конца. Предыдущая администрация не выполнила свою обязанность защищать американский народ, отказавшись добиваться и исполнять высшую меру наказания в отношении самых опасных преступников, включая террористов, убийц детей и убийц полицейских. При руководстве президента Трампа Министерство юстиции снова обеспечивает исполнение закона и поддерживает жертв. Я думаю, во-первых, это показывает, насколько сложной является смертельная инъекция. И, во-вторых, это я имею в виду принятие жестокости. Со смертельной инъекцией американское общество, по крайней мере, могло говорить себе, что эти люди просто засыпают навсегда. На самом деле это неправда, но это история, которую мы могли себе рассказывать. С расстрелом это абсолютно не так. Насилие государства становится явным. Это отражение отчаяния. Это отражение того, насколько сложными со временем стали казни с помощью смертельной инъекции. Насколько трудно получить препараты, насколько трудно найти квалифицированных медицинских специалистов, которые нужны для проведения корректной казни с помощью инъекции. Существует ли какой-то гуманный способ лишить жизни? Я бы сказала, да, это называется старость. Каждый штат, в котором есть смертная казнь, также имеет пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. И в этом смысле государство уже забирает жизнь этого человека. Он никогда не выйдет. Просто при этом мы не просим кого-то убить другого человека. На эту новость уже отреагировали в Ватикане. Католическая церковь последовательно учила, что каждая человеческая жизнь с момента зачатия до естественной смерти священна и заслуживает защиты. Действительно, право на жизнь является самой основой всех остальных прав человека. По этой причине, только тогда, когда общество оберегает святость человеческой жизни, оно будет процветать и развиваться. В этом отношении мы утверждаем, что достоинство личности не утрачивается даже после совершения очень серьезных преступлений. Более того, эффективные системы содержания под стражей могут быть и были разработаны таким образом, чтобы защищать граждан и при этом не полностью лишать виновных возможности искупления. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что успешно прошел лечение от онкологического заболевания. Об этом он сообщил в публикации на своей странице в соцсети X. В медицинском отчете уточняется, лечение проводилось с помощью лучевой терапии. При этом точная дата процедур не раскрывается. Сегодня был опубликован мой ежегодный медицинский отчет. Я попросил отложить его публикацию на 2 месяца, чтобы он не вышел в разгар войны и не позволил иранскому террористическому режиму распространять еще больше ложной пропаганды против Израиля. Я прошу поделиться с вами 3 вещами. Первое. Слава Богу, я здоров. Второе. Я в отличной физической форме. Третье. У меня была незначительная проблема с простатой, которая была полностью устранена. Ему сегодня 36, и он все еще в строю. Космический телескоп Hubble Space показали с рекордно близкого расстояния.
Новое изображение сделали всего с 61 километра. Редкий случай, когда сам наблюдатель оказывается в кадре. Видны детали, которые обычно скрыты. Цилиндрический корпус, панели, защита, открытый глаз телескопа. Запущенный еще в 1990 году. Хаббл пережил десятки научных экспедиций и до сих пор работает, изучает ближние галактики и рождение звезд. Сирены, барабаны и марши. Сидней вышел на День Анзак. День Анзак — это день памяти в Австралии и Новой Зеландии, который отмечают 25 апреля. Он посвящен солдатам корпуса Анзак, австралийских и новозеландских войск, высадившихся в 1915 году на полуострове Галиполи в Турции во время Первой мировой войны. Высадка, которая должна была стать прорывом, стала катастрофой. Более 130 тысяч погибших. Среди них тысячи австралийцев и новозеландцев. Сейчас это память обо всех военных Австралии и Новой Зеландии, погибших и служивших в любых войнах и миссиях. Церемонии прошли и в Новой Зеландии, и в Великобритании, и в Турции, на берегу, где происходила битва. В полусвете этого утра мы стоим вместе, как новозеландцы стояли в городах и небольших поселениях, на побережьях и холмах уже более века назад. Мы стоим до рассвета, потому что именно так делали они. Молодые мужчины и женщины, которые пересекали океаны, чтобы служить, многие из которых больше никогда не увидели еще один рассвет. В этом году мы отмечаем 111 лет со дня высадки в Галиполи, 111 лет с того момента, как наши Анзак высадились на чужом берегу под огнем, в неизвестность. Галиполи — первый бой, где Австралия и Новая Зеландия воевали под своими флагами. С этого момента для них начинается собственная военная история. Во французской Гвиане на космодроме Куру взорвали стартовую площадку, с которой запускали российские ракеты «Союз». Не законсервировали, уничтожили. Эта площадка больше 10 лет была символом сотрудничества России и Европы в космосе. С 2011 года 27 запусков. С нее на орбиту уходили спутники. Все остановилось после начала войны против Украины. Запуски прекратились сразу, площадку заморозили. Теперь точка поставлена окончательно. На этом месте будет новый проект. Французская компания готовит свою ракету и рассчитывает выйти на старты уже к 2027 году.